Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы свяжем крючком вот такую сумку-печеньку для кукол. На AliExpress я купила вот такие деревянные заготовки. Ссылку на них я оставлю в описании. Это и будет изюминка моей сумочки. Возьму, например, вот такую. С равномерным рисунком. Итак, нам понадобится деревянная заготовка, тонкий крючок, у меня он 0,6 мм, и тонкая пряжа, я возьму вот такую хлопковую, а также фурнитура для сборки, это соединительные колечки для бижутерии и возможно что-нибудь для украшения, у меня вот такие шапочки для бусин. А также цепочка для ручки. Для начала обвяжем нашу деревянную детальку. Оборачиваем нитью указательный палец и кладем на него деталь. У этой есть вот такие выемки. В них я буду направлять протяжки получившихся петель. Итак, вводим крючок в верхнее отверстие спереди, захватываем нить и вытягиваем ее. А затем провязываем. Из первой дырочки будем вывязывать одну петлю, а из остальных по 2. Вводим крючок во вторую дырочку, протяжку кладем в ту же ямку. И вторую петлю, но протяжку уже в другую ямку. Таким образом обвязываем заготовку по всему краю. И дойдя до первой дырочки, провязываем в нее вторую последнюю петлю. Замыкать каждый ряд будем соединительной петлей, протаскивая ее из самой первой в последнюю. Делаем одну воздушную петлю подъема и переходим ко второму ряду. Прокалываем крючком обе стенки петли и провязываем столбик без накида. И такими столбиками по одному в каждую петельку провязываем весь ряд целиком. И заканчиваем ряд, как всегда, соединительной петлей. Делаем уже 2 воздушные петли и переходим к третьему ряду. Накидываем нить на крючок и вытягиваем петлю. Провязываем сначала эту петлю с накидом, а потом и оставшуюся петлю. Провязываем весь ряд такими столбиками с накидом. В следующем ряду будем вязать чередование. Чтобы вам было лучше видно, я немного растянула столбики. Вяжем 2 воздушные петли и начинаем 4-й ряд. Делаем накид и продеваем крючок не в петлю, а в сам столбик предыдущего ряда спереди. И вытягиваем петельку. Провязываем столбик с накидом. Теперь находим петлю между столбиками.
и из нее вывязываем столбик без накида. Чередуя эти два вида столбиков, провязываем весь ряд. В пятом ряду будем закруглять сумочку. Для этого нужно вязать не за обе дольки петли, а только за одну, в нашем случае за заднюю. Делаем одну воздушную и провязываем столбик без накида только за заднюю стенку. Затем вытягиваем петлю из следующей и, не провязывая, тянем из следующей. И провязываем сразу все 3 петли на крючке. Таким чередованием мы восстановим баланс, убавив лишние петли из предыдущего ряда, те самые, которые получились из петель между столбиками. Можно также вязать столбики за заднюю дольку, но тогда край будет более тонким и рыхлым. А чтобы сделать его плотнее, нужно захватывать еще и вот такую перемычку с изнаночной стороны. Для толщины сумочки нам нужно провязать 3 или 4 ряда закруглений. Я провязала еще 3 ряда заворачивающимися столбиками без накида. Обрезаем нить и затягиваем петлю в хвостик и прячем его на изнанке. Одна сторона сумочки готова. Вторую сторону будем вязать с нуля. Вначале делаем вот такую скользящую петлю. Придерживая столбики, аккуратно тянем за хвостик и туго затягиваем, чтобы не было дырочки. Соединительной петлей закрываем кольцо. Теперь делаем накид и вводим крючок в ту же самую первую петлю. Вытягиваем подлиннее, опять накид и опять в эту же петлю. Всего делаем от 4 до 6 таких протяжек, в зависимости от толщины вашей пряжи. Затем провязываем сразу все это и делаем воздушную петлю. Делаем такой же пышный столбик из следующей петли. А затем туда же провязываем еще один пышный столбик. И так до конца по 2 столбика в каждую.
Дойдя до первой петли, провязываем в нее недостающий второй столбик. Всего в этом ряду у нас должно получиться 12 пышных столбиков. Замыкаем ряд, делаем одну воздушную петлю и третий ряд провязываем только столбиками без накида. Как в петли пышных столбиков, так и в петли между ними. Четвертый ряд провязываем также простыми столбиками без накида. Пятый ряд вяжем столбиками с накидом. А в шестом ряду повторяем чередование столбиков с накидом и между ними столбиков без накида. Седьмой и восьмой ряды провязываем столбиками без накида каждую петлю без убавок. За счет двух таких тугих рядов полотно стянется само собой. Но если нет, то провяжите седьмой ряд с убавками. А в девятом ряду начинаем закругление стенки за задней долькой петель. И после этого провяжите 3 или 4 ряда закруглений. Чтобы не ошибиться, сравнивайте диаметр с уже готовой стороной. Теперь нужно придать жесткость нашей сумочке, чтобы она держала форму и не проминалась. Для этого я возьму вот такую пластиковую обложку от тетради. Но можно взять также картон или толстую бумагу. Ее я пробовала вот в этой сумочке. Как видите, все хорошо держится. Находим подходящий диаметр для нашей сумочки. Затем очерчиваем окружность. И вырезаем 2 круга. Аккуратно вкладываем их внутрь стенок сумки. Черный цвет отлично подчеркивает опаленный лазером рисунок на заготовке, а также скрывает просветы в вязании, и его рисунок лучше читается. Но вы можете выбрать любой другой цвет уплотнителя. Вместо части с деревянной заготовкой можно связать обе части с нуля. Теперь сошьем обе детальки. Закрепляем нить в одной из них, а потом протягиваем в петлю на другой. Сшивать будем за внутренние дольки петелек. Вводить крючок будем всегда справа налево и снаружи внутрь. Сначала в дольку правой детали, а затем в противоположную дольку левой детали. Захватываем нить и протягиваем ее сразу через все петли на крючке. Так постепенно, шаг за шагом, сшиваем детальки примерно до половины или до 2/3. Обрезаем нить подлиннее. Берем иголку с широким ушком и продеваем в нее хвостик нити и несколькими стежками пришиваем соединительное колечко.
Раскрыв другое колечко, продеваем его в цепочку и в пришитое колечко. Делаем также и с другой стороны. А теперь будем делать аккуратную кисточку, которая является неотъемлемой частью таких сумочек. Берем листочек бумаги или картона и делаем полоску шириной примерно 2 см. Кладем одну нить вдоль, а другую нить наматываем поперек до желаемой толщины. А после первой нитью стягиваем намотку, закрепляя несколькими тугими узлами. Аккуратно выворачиваем моточек, пряча узлы внутрь. Берем новый кусочек пряжи и кладем его вот таким образом. Делая петельку, поднимаем нижний кончик. И им же начинаем туго обматывать кисть, отступив немного сверху. Ведем нить плотными кольцами, без перекрещиваний. Теперь продеваем этот кончик в сделанную ранее петлю и аккуратно подтягиваем верхний кончик, чтобы получившийся узелок спрятался внутрь намотки. Верхний хвостик можно также протащить вниз. Разрезаем петли кисточки и подстригаем ее. Теперь осталось только прикрепить кисть к сумочке, продев в нее колечко. Или, как здесь, держатель для кулона. Также можно добавить украшения, например, отрезать элемент от шапочки для бусин. И вот такая интересная сумочка у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!